Москве массовые облавы на призывников. Всех везут в единый центр на улице Угришская. Под Москвой мощный и разрушительный пожар. А в одном из российских регионов время продажи алкоголя ограничили 2 часами в день. Ну, правда, в будни. Посмотрите этот выпуск и узнаете, в каком регионе. Это «Новости в воздух». Сейчас коротко обо всем самом важном. Мощный пожар вспыхнул в подмосковном Климовске. Горит промышленное предприятие. По данным МЧС, там хранят и производят лакокрасочные изделия и мебель. СМИ сообщают, что к месту направлен пожарный поезд. Площадь возгорания увеличилась с 1000 до 4200 квадратных метров. По последним данным МЧС удалось остановить распространение огня. Но еще одно ЧП, на этот раз в Москве. Подростки закидали бутылками и разрисовали посольство Швеции. Об этом сообщают телеграм-каналы ШОТ и МЭШ. Молодых людей задержали на месте. По данным МЭШ, причина в заявлении правительства Швеции об увеличении поставок оружия Украине. ШОТ пишет, что мотивы нападавших неизвестны. А в Пермском крае автобус съехал с дороги и врезался в столб и загорелся. Автобус. Об этом сообщает телеграм-канал 112. По его данным, автобус загорелся из-за проводов, которые он сам предварительно оборвал. Пассажирам удалось выскочить наружу, но двоим все-таки понадобилась помощь врачей. Местные СМИ пишут о 2 версиях случившегося. Возможно, водитель потерял сознание во время поездки. Или виновата машина, которая выехала на встречку, а водитель просто пытался уйти от столкновения. Перенесемся в другой регион, Тверская область. Там 8-й день люди сидят без света. Все из-за снегопада. Провод лежит на земле. Вот провода оборваны. В Чуприяновке электричество обещают дать только к 3 декабря, а администрация Калининского округа планирует просить помощи у губернатора. Всего в области без электричества сейчас около 10 тысяч человек. Об этом пишут в телеграм-каналах МЭШ и «Голос страны». Работу энергосистем неделю назад нарушил циклон Каэтана. Регион завалило снегом, а упавшие деревья оборвали провода. Жители города Славянск на Кубани эвакуируются после атаки дронов. Несколько улиц в городе перекрыли. Местные власти утверждают, что эвакуация и перекрытие необходимы для ликвидации последствий разлета осколков этого дрона. Жителей вывозят в пункты временного размещения. Ночью регион подвергся массированной атаке украинских БПЛА. Правозащитники тем временем сообщают о самых массовых облавах на призывников в Москве. Предупреждение опубликовал проект «Призыв к совести» и подтвердил проект «Идите лесом». Обе организации помогают избежать призыва и не отправиться на войну. Точные цифры и подробности правозащитники еще собирают. Данные об облавах планируют опубликовать в ближайшее время. Но пока известно только то, что передает телеграм-канал «Призыв к совести». Цитата. «Везут в единый пункт призыва, оттуда сразу на Угришскую. Даже тех, кто пришел встать на учет в районный военкомат, и тех, кто обжалует решение о призыве в суде или добивается альтернативной гражданской службы». Конец цитаты. Владимир Путин провел пресс-конференцию в Астане по итогам визита в Казахстан. На ней он, в частности, рассуждал и о насущном, о курсе доллара и рубля. В целом, на мой взгляд, ситуация под контролем, и чего-то, каких-то оснований для, как вы сказали, для паники уж точно совершенно нет. В очередной раз он высказался и о ракете «Орешник» и сравнил ее с метеоритом. Поверхность Солнца, по-моему, 5,6, 6 тысяч градусов. Сопоставимо с температурой на поверхности Солнца. Вот кинетический удар, мощный удар, это как метеорит падает. Ну, я отчитался об успехах российской армии. Российская армия наступает уверенно на всем практически протяжении линии боевого соприкосновения. Я думаю, что так и будет. Ну, еще пару слов Путин сказал про «Орешник». Заявил, что он уничтожит все в пыль. А «Искандер» — это аналог «Атакамс». Такие заявления он сделал на саммите ОДКБ ранее сегодня. В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности,
или центры принятия решений в Киеве. Путин продолжает рассказывать о смертоносности и новизне ракет «Орешник». Например, сегодня сравнил его мощность с ударом ядерным оружием, заявив, что в эпицентре «Орешник» уничтожает просто все в пыль. А также высказался и о другом вооружении. По словам Путина, ракета Х-101 – это аналог британских Storm Shadow, а «Искандер» – это вообще аналог всех 3 модификаций американской ракеты «Атакамс». Ну еще и производит их в России сразу в 10 раз больше, чем во всех странах НАТО вместе взятых. А затем сравнил оружие с блюдами. В нашем меню этого класса продуктов, если можно так выразиться, в ближайшем будущем могут появиться и другие продукты. Как в таких случаях говорят, клиент, безусловно, будет доволен. Кроме этого, Путин обновил список ключевых показателей эффективности для губернаторов. В соответствующем указе оказались новые параметры: суммарная доля рождаемости и удовлетворенность вернувшихся с войны медпомощью, переобучением и трудоустройством. По данным источников издания «Верстка» в Кабмине, плохие показатели KPI могут не только привести к отставке, но и вообще помешать дальнейшей карьере чиновника. Снова про «Орешник», о нем говорил сегодня и верховный патриарх, глава РПЦ. Он назвал ракету стоп-машиной и поблагодарил российских ученых за создание невероятного оружия. Патриарх Кирилл призвал не бояться ядерной войны на заседании Всемирного Русского Народного Собора. На заявление обратил внимание издание «Агентство». Чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения. Христиане не боятся так называемого конца света. Мы ждем Господа Иисуса, который придет в великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы. Хотелось бы обратиться к христианам, которые смотрят этот новостной выпуск. Напишите в комментариях, страшно ли вам от угроз ядерной дубины и от перспектив ядерной войны. Ну и подпишитесь на канал Ходорковский Лайв. Это важно. Мы продолжаем. На самом деле интересно, что на том же мероприятии ввели новую должность – духовник командующего. О нововведении сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Олег Веселков. Кроме того, РПЦ попросила приравнять священников на войне в Украине в социальных правах к военнослужащим. Об этом пишет, например, «Коммерсант». Уже второй день идут заседания суда по делу Алексея Горинова. Его осудили за так называемые фейки об армии, а теперь еще и обвиняют в оправдании терроризма. Сегодня по новому делу допросили свидетеля. Сам политзек назвал это обвинение личным оскорблением. Горинов также просил перенести заседание суда из-за усталости. Накануне он приехал в суд прямо из колонии уже после отбоя. Издание «Сотовижн» опубликовало кадры, где политзаключенный рассказывает о сухпайке, который ему выдали при транспортировке в суд. Бывают разные. Бывают, которые можно есть, бывают еще не есть. Вот. Рагу из овощей, на любителя. Фарш отборный. Ну, кстати, это можно съесть, я вот это первым всегда съедаю. Тефтелек тоже можно есть, если подогреть только. Вот это ужасная гадость, это я не ем. Ну, на мой вкус. Это называется каша по-новгородски рисовая с говядиной. Вы обратили внимание, кстати говоря, на антивоенный значок на свитере у Горинова? Ну, еще одна судебная новость. Теперь уже в Удмуртии. Там приговорили одного из защитников журналиста Ивана Сафронова к 7 годам колонии. Адвоката Дмитрия Талантова обвиняли в распространении фейков о российской армии, возбуждении ненависти или вражды из-за его антивоенных постов. Об этом сообщает проект «Первый отдел». Успеть за 2 часа. Именно столько выделили на покупку алкоголя в Вологодской области. Соответствующий закон принял местное заксобрание. С инициативой, напомню, выступил сам губернатор региона Филимонов. С 1 марта спиртное можно будет купить по будням только с 12 до 14:00. Закон не коснется ресторанов, баров и не распространяется на выходные и праздники. Сухой закон в отдельно взятом регионе. Друзья, это все новости, которые у нас были к этому моменту. Меня зовут Дмитрий Еловский. Спасибо, что вы были с нами. Не уходите без лайка. Всем удачи.